Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Девятнадцатилетняя Анастасия Талыш 29 мая 2018 года возвращалась домой с учебы в Жилическом колледже, но дома девушка так и не появилась. Когда Анастасия пропала, информации о том, что произошло, было немного. Примерно в час дня Настя позвонила маме, попросила положить денег на телефон и сказала, что едет домой. От колледжа до Настиной деревни примерно 15 километров. Водитель автобуса Добротино-Кировск по фотографии узнал девушку и подтвердил. Такая пассажирка действительно ехала по этому маршруту. Около 2 часов Настя вышла на остановке Селица. Это деревня, примерно в километре от ее Павловичей. 1 июня Настю объявили в розыск. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» активно распространяли информацию в массы, чтобы как можно больше людей узнало о пропаже. Возможно, надеялись, что кто-то из местных или бобруйчан поможет установить местонахождение девушки. Местные жители рассказывали, что в возрасте 3 лет Настя уже уходила из дома. Дело было зимой, тогда от верной смерти ребенка спасли собаки. Животные обогревали девочку своим телом, пока взрослые искали потеряшку. Соседки Анна и Светлана, которые близко дружат с семьей девушки, рассказали. В воскресенье, 27 мая, Настя приезжала в родную деревню, чтобы взять у мамы деньги. Нужно было положить на телефон, который она купила в рассрочку. Настя не застала маму дома, позвонила ей. Оказалось, что Валентина была у Настиной бабушки на окраине деревни. Девушка сказала соседям, что у нее мало времени, она хочет скорее вернуться в Бортники, к своему молодому человеку, поэтому к бабушке не поедет. Это был последний раз, когда Настю видели в Павловичах. Вечером в понедельник, как говорят соседи, Настю видели в Бортниках. Она шла по улице в компании из нескольких человек, один из которых якобы был другом ее парня. Днем во вторник, 29 мая, Настя писала подруге Рите в социальной сети, обещала зайти вечером, но так и не пришла. 8 дней длились поиски 19-летней жительницы Кировского района. 6 июня труп Талыш обнаружили неподалеку от той остановки, где ее видели в последний раз. Девушку нашли не сотрудники милиции и не волонтеры, а местные жители, которые работали на огородах неподалеку. Тело погибшей девушки было обнаружено около деревни Селица в маленьком перелеске. От этого места до Павловичей метров 250. С другой стороны перелеска – грунтовка, ведущая к озеру. По ней часто ходят люди, особенно рыбаки. От этой дорожки до куста, под которым было тело, всего 12 метров и 17 шагов. От остановки, на которой Настя в тот день вышла из автобуса, 65 метров. По словам соседа-пенсионера, женщины пололи сорняки, почувствовали неприятный запах, пошли на него и увидели тело. Я пошла посмотреть, лежит тело. Состояние такое, раздуто, лица уже не разобрать. Муж наклонился, говорит, ногти накрашены. Она лежала в такой позе, как будто уснула, а в руках был зажат какой-то пакет. Татьяна, жительница деревни, рассказывала, что тело обнаружили ее знакомые. Они засеивают у нее дальнюю часть огорода, которая как раз выходит к перелеску. «У меня огород большой, мне стало не надо. А они там тыквы посеяли, в тот день как раз пололи. Было около 6 вечера, знакомая отошла в лесок, а там...» Они потом говорили, что в конце огорода был слышен запах неприятный. Но внимания не обратили. Мало ли, может там кот какой-нибудь помер в лесу. А тогда сразу прибегают, говорят, кто-то лежит под кустом. Мы подумали еще, может, пьяница какой. Увидели и поняли, что это женщина, мертвая. Но я и милицию вызвала. Тело было в одежде. Телефон, документы, деньги отсутствовали. На предварительном этапе следов сексуального насилия не нашли.
Более точная информация ожидалась после проведения судебно-медицинской экспертизы. То обстоятельство, что при девушке не обнаружили мобильного телефона, могло бы пролить свет на одну из загадок этого дела. Как она все эти дни регулярно появлялась в популярной социальной сети, или с ее гаджета в сеть заходил кто-то другой? Последний раз статус онлайн на странице Анастасии был 5 июня в 23:21. Директор Жилищского колледжа Владимир Белый говорил, что погибшая была обычной студенткой. Не являлась ни лидером, ни аутсайдером. Скорее, ее можно назвать крепким середнячком. Училась неплохо. Готовилась стать технологом, чтобы, получив диплом, работать на предприятии по переработке сельскохозяйственной продукции. После того, как Настя не появилась в колледже 30 мая, наши сотрудники отправились к ней домой. Ее мама предполагала, что дочка у друзей, дала адрес. Договорились, если у друзей девушки не окажется, родительница тут же заявит в милицию о пропаже дочери. Так и случилось. То, что Настя погибла, оказалось для всех преподавателей и студентов шоком. Мы помогли семье с похоронами, оказали материальную помощь. Трагедия стала поводом напомнить нашим студентам о соблюдении мер безопасности не только на производстве, но и в обычной жизни. Об этом говорили кураторы групп. Мать Насти, Валентина, говорила, что лично ей не сообщили, что именно ее дочь была найдена мертвой. И опознавать сначала не возили. Со вчерашнего вечера следователи ездят, опрашивают. На опознание никого из родных еще не вызывали, говорила тогда Валентина. Правоохранительные органы опрашивали и бабушку Насти. Они мне показывали куртку, которая была надета. Но у Насти такой куртки никогда не было. Я ни разу ее не видела, говорила женщина. А еще показывали белые кроссовки. Подруга девушки сказала, Настя таких не носила. Она ходила в темных полукедах, черно-белых таких. И в последний раз, когда была здесь, тоже в них была обута. Белых кроссовок у нее не было. Позже опознать дочь мать смогла с трудом. По красному лаку на ногтях и очертаниям стоп. Из-за мумификации тела и большой степени его разложения установить точные причины смерти девушки с помощью экспертизы было невозможно. Следственный комитет Кировского районного отдела начал проводить проверку по факту убийства студентки. В ходе нее был опрошен ряд лиц, родственники и молодой человек Анастасии, проживающий в Бортниках. Возможно, это именно ему был адресован статус на странице девушки «Обожаю тебя. Ты очень нужен и важен мне, самый родной и дорогой человек на планете». 8 июня было возбуждено уголовное дело по статье убийства. Когда Настю искали, была версия, что она находится со своим парнем из Бортников. Это не подтвердилось. Молодого человека зовут Денис, он работал в местном колхозе. Встречаться с Настей они начали прошлым летом. Спустя пару месяцев девушка забеременела. Они оба очень радовались тогда. Настя хотела ребенка, рассказывала подруга Рита. Но в феврале Насте пришлось по медицинским показаниям сделать аборт. Денис и Анастасия очень переживали из-за этого. На вопрос, какие были отношения у молодых людей, Рита отвечала «хорошие». От нее только и слышно было «Денис то, Денис это». Она же у него всегда была, постоянно. Если бы что-то плохо было, она бы, во всяком случае, чаще здесь ночевала. По словам Риты, после потери ребенка Денис очень поддерживал Настю. Да он даже не ел несколько дней, пока все не закончилось. Настя тяжело переживала случившееся, но молодые люди все равно остались вместе и, как говорят знакомые, планировали расписаться. Хотя, как рассказывали и соседи, и друзья, у Дениса был большой долг перед своим колхозом. Он работал на погрузчике и как-то снес на улице в Бортниках электрический столб. Должен был возместить ущерб. Подруга также рассказала, что незадолго до пропажи, 24 мая, Настя писала ей, хотела продать свой второй мобильный телефон и платье, которое уже не носила. На вопрос о психологическом состоянии Насти на момент пропажи подруга Рита отвечала. Да, в хорошем настроении она была, все нормально было. Хотя вообще она такой человек, на люди ничего особо не выносила. Даже если переживала, если какие-то проблемы, поплачет сама себе, но говорит, что все хорошо. Тут сейчас все догадки строят, что только не говорят. Мы тоже уже всякое думаем. Может, она этот телефон кому-то продавала, договорилась о встрече, ну и... Мама Риты, Дина, разводит руками. Самое странное, что, как сказали, сумки при ней не было вообще. Получается, кто-то забрал? Зачем? Ну, я понимаю, деньги бы взяли, но сумку, кошелек могли же оставить. Хотя у нее денег, может, и не было, студентка ведь.
и у нее всегда с собой была зарядка от телефона, потому что она то в бортниках оставалась, то к маме приезжала, но и везде могла понадобиться. Так что зарядка была всегда при ней. Даже если Настя была без сумки, она зарядку в кармане носила, а получается, что вроде как не нашли при ней даже зарядки. Как мы уже говорили, ребята из отряда «Ангел» периодически видели, что Анастасия появлялась онлайн в социальной сети, но никому не писала и на сообщения не отвечала. Последний раз ее аккаунт был онлайн 5 июня в 23:21. Были предположения, что если это не она, то кто-то, возможно замешанный в ее смерти, выходит в сеть с ее телефона. У Дениса был пароль, он сначала заходил, а потом уже милиция получила доступ к ее странице. В последние дни это они заходили, смотрели сообщения, рассказали соседи Светлана и Анна. Следственная оперативная группа снова выехала на место, чтобы провести повторный тщательный осмотр. Возле трубы недалеко от участка нашли сумочку Анастасии, и там же рядом был след обуви, рассказала официальный представитель ОСК по Могилевской области Оксана Соленюк. Встал вопрос, кому принадлежал след. Следователь сфотографировал его, эксперты сделали слепок, а сотрудники милиции отправились на подомовой обход. Мало того, что людей просто опрашивали, так еще и искали обувь, которая могла оставить этот след. В одном из домов деревни Селица нашли обувь с точно такими же отпечатками. Осматривая дом, оперативно-розыскная группа обнаружила там и кофту потерпевшей. Всю семью стали допрашивать, и 17-летний молодой человек сознался. Это он убил девушку, с которой учился в одной группе. Со слов подозреваемого, 29 мая Настя направлялась домой от автобусной остановки мимо его участка. Увидела его, подошла. Парень был на больничном. Она спросила что-то вроде «На огороде ты, значит, работать можешь, а на занятия чего не ходишь тогда?» Юношу это задело. Развился конфликт. Он применил силу. Когда в итоге Валентин, по его словам, понял, что девушка мертва, то оттащил тело в кусты за своим участком, после чего забрал личные вещи девушки, сумку, в которой было немного денег, телефон, зачем-то кофту жертвы. Телефон в тот же день выкинул в реку, деньги потратил, а сумку бросил в трубе под дорогой недалеко от своего дома. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими. Ему было предъявлено обвинение в совершении убийства, краже имущества и хищении личных документов. По статье 139 Уголовного кодекса части 2 «Убийство с особой жестокостью» предусматривается наказание лишением свободы на срок от 8 до 25 лет. Пожизненное заключение и смертная казнь не применяются к несовершеннолетним. Односельчане говорили, что никогда бы не подумали, что Валентин на такое способен. Отец обвиняемого рассказывал, что Валентин никогда мухи не обидел. Как полагали следователи, Валентин не готовился к преступлению заранее и, вероятно, не замышлял его. Все случилось внезапно. Об истинных причинах случившегося отец Валентина узнал уже после того, как было возбуждено уголовное дело. Сын рассказал, под присмотром людей в милицейских погонах. Говорит, не хотел никого убивать. Культиватором пропалывал грядки. Тут шла эта Настя, случайно задел ее рукояткой культиватора. Она упала, хлопец растерялся или испугался, но и потащил ее прятать. Глупость, короче, наделал. Погибшую я тоже знал, с ее мамой в одном классе учился. Как соотносятся растерянность и тот факт, что парень забрал у беспомощной девушки мобильник и деньги, мужчина пояснить не смог. По словам Александра, на протяжении всей своей жизни сын имел проблемы со здоровьем. Печень, полипы, он больше по больницам, чем в школе, объяснял мужчина. Мотив устанавливался. Также исследовалась предыстория взаимоотношений одногруппников. До сих пор Валентин характеризовался положительно, не привлекался к административной или уголовной ответственности. Семья, по словам Оксаны Соленюк, благополучная, не пьющая. Нормальный парень, никто от него такого не ожидал, признавалась одна из местных жительниц. Все дни после убийства подозреваемый жил обычной жизнью, был дома, присутствовал он и на похоронах Анастасии. Плакал, как все, отметила Оксана Юрьевна. Подруга убитой Варвара тоже училась в Жилищском сельскохозяйственном колледже, как и подозреваемый. Ничего плохого сказать о нем не могла. Отмечала, что парень казался ей спокойным, хотя иногда был задумчивым, рос в полной семье, общество не сторонился, у него были друзья. Что могло произойти между ним и Настей, которая запомнилась соседям и друзьям тихой и спокойной девушкой, никто не знает.
Говорят, между ними произошла ссора, недоумевала Варвара. Девушка отмечала, что знала Анастасию с 3-летнего возраста. Собеседница была уверена, что ее подруга никогда бы не пошла первой на конфликт. Тем временем молодой человек Насти, Денис, судя по всему, сильно переживал. Он не заходил на свою личную страницу в соцсетях с 5 июня. В его статусе было написано «Убит». Спустя год, в Кировске, 29 мая, в годовщину смерти девушки, Валентина Кухарева признали виновным. За убийство и кражу его приговорили к более чем 11 годам лишения свободы. Кухарев свою вину не признал. Приговор по требованию обвиняемого и его защитника судья зачитывала 3,5 часа. Во время зачитывания деталей, касающихся непосредственно убийства и допроса обвиняемого, Кухарев в клетке нервно и крепко сжимал скрещенными за спиной руками деревянные четки. По версии суда, 29 мая, ровно год назад, Анастасия Талыш вышла из автобуса на остановке около дома Кухаревых и пошла вдоль дороги. Встретила Валентина. Между ними вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений. В признательных показаниях на следствии Валентин рассказывал, что ударил Анастасию рукой в грудь. Она упала на спину, и тогда Кухарев положил ей на шею черенок культиватора, стал на него и душил, пока девушка не перестала подавать признаки жизни. Отбиваться она не пыталась, только била руками по земле. По словам свидетелей, после 29 мая год назад Кухарев вел себя необычно. Оставался после основных занятий на дополнительные, старался чаще бывать в обществе. Хотя раньше, сразу после занятий ехал домой, никакие доп. Занятия, кружки не посещал и был в целом довольно замкнутым. При этом мать говорила, что не заметила изменений в поведении сына, который всегда был тихим, спокойным, домоседом. Адвокат же полностью отрицал предъявленные его подзащитному обвинения. По его мнению, даже чистосердечное признание не является основанием считать Кухарева виновным. Адвокат говорила о том, что не была установлена причина смерти, не было ни одного доказательства, подтверждающего преступный умысел Кухарева. Ставили под сомнение причастность Кухарева к убийству и показания свидетелей, которые говорили, что одногруппники никогда тесно не общались и, соответственно, не могли выяснить отношения. Друзья, а вы как думаете, справедливо ли обвинили подозреваемого, и что тогда могло подтолкнуть 17-летнего парня к внезапному убийству однокурсницы? Делитесь вашим мнением об этом деле в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.